Ты печешь сама хлеб. Да, сама пеку хлеб. Закваску ты нам уже показала, какая у тебя заряженная. В прошлый раз мне давали закваску, и она была классная. В этот раз я сама ее делала, поэтому я, честно говоря, не знаю, что у меня получится из этого дела. Но все это было сделано с душой, по идее, должно получиться. Майнером опять. Ром, вот вижу, у тебя какая-то интересная полка. Что же это такое на ней? Не совсем понятно. Я занимаюсь восточными единоборствами. И то есть, вот это вот пара мечей моих бамбуковых. Это я еще в Москве жил, занимался кендо. Ну, здесь иногда тренируюсь, сделал себе макивару во дворе и избиваю ее нещадно. Что это такое? Кендо, ну это боевое искусство, можно сказать, было когда-то. Сейчас это как спортивное единоборство. Ну, то есть, в принципе, там настоящие бои происходят, по правилам, конечно. Но люди друг друга колотят сильно в защите, там по голове, по руке, по животу. Везде, конечно, есть защита. И там кто больше очков набрал, тот победил. То есть, в принципе, он бамбуковый, там гнется. Ну, в защите не очень больно, скажем так. Вот он гнется вот так. Трещит иногда. То есть вот так. Но, в принципе, не ломается. Вот. А это у меня меч для яйда. Тоже когда-то занимался яйда. А вот. Это что такое? Яйда это такое занятие, что-то типа, наверное, йоги. Когда ты сам с собой и с мечом делаешь всякие ката. То есть отрабатываешь движения. То есть вот такой вот меч, да, он тупой, так что не страшный. То есть вот он не острый, специально для тренировок. Ну и отрабатываешь там всякие движения. Все. Ром, это дорогое удовольствие заниматься подобными видами боевых искусств? Не из дешевых. То есть вот для яйда этот меч я покупал в Германии за 350 евро. Ну вот эти недорогие, они где-то там стоят от 10 до 30 долларов. Но в кендо довольно дорогое обмундирование. То есть обмундирование стоит там минимум от 300 долларов. Пока мы рядом с подмосковным городом Клин, надо заехать в музей Петра Ильича Чайковского. Именно в эти места композитор бежал от городской суеты, чтобы работать в тишине, в окружении природы. Интересно, что бы сказал Чайковский сегодня, увидев город, то самое тихое, уединенное место. И вот мы возле усадьбы Чайковского. Дом небольшой, этот дом он арендовал и провел в нем несколько лет своей жизни наездами. Никогда не был здесь долго, но здесь он писал основные свои произведения. Пойдемте внутрь. Мы небольшие эксперты в музыкальных вопросах, но заехать сюда стоит. Музей законсервировал обстановку жизни Чайковского сразу после внезапной смерти от холеры, как будто на машине времени перемещаешься в 1893 год. В музей нам выдали аудиогид. Экскурсовод проведет вас за 1700 рублей, но вряд ли дети выдержат 1,5 часа. Впечатляет зал, в котором Чайковский принимал гостей, исполнял свои произведения. Со стены, напротив рояля, на композитора смотрел с фотопортрета отец. Именно он, будучи сам, говоря современным языком, генеральным директором большого предприятия,
настоял, чтобы уже взрослый, получивший юридическое образование Петр, поступил в музыкальное учебное заведение, последовав за своим талантом. В доме Чайковского поражает своей скромностью спальня. Очень скромная кровать, обстановка и, казалось бы, не очень презентабельный стол, за которым композитор создал свои самые величайшие произведения. И, в частности, 6-я симфония написана здесь от первой до последней ноты. Признаться, аудиогид показался нам скучным. Информация только об экспонатах в доме, личность композитора не раскрыта. Например, хотелось бы услышать, почему у него не было семьи, и почему всемирно признанный композитор, который без конца гастролировал по Европе и даже США, не мог позволить себе купить дом-усадьбу. Более 14 лет он ежегодно принимал спонсорские 6 тысяч рублей от Надежды фон Мек, с которой состоял в дружеской переписке. Музей не рассказывает и о значимости для Чайковского одного из постоянных жильцов этого дома, Владимире Давыдове. Он был племянником Чайковского. Бобу, как называл его Петр Ильич, композитор передал права на доходы от исполнения своих произведений. То есть Давыдов – главный наследник Чайковского. Исследователи на основании дневников и писем считают, что отношения Петра Ильича и Владимира Давыдова были гораздо более близкие, чем дружеские. Ту самую 6-ю симфонию, которую Чайковский называл лучшим из своих произведений, он посвятил своему племяннику. Особо ценным в музее мне показалась возможность услышать голос гениального композитора Петра Чайковского. Это единственная запись. Вот смотри, как Житя Света носит. Ну что, идем в поход? Еще с глазами. Нет. Понравилось? Я лечу. Ножки назад, ножки назад. Я лечу. Я лечу. Свет, как удается зарабатывать и вообще чем ты живешь, какой деятельностью здесь? Вообще, конечно, основная моя миссия здесь на сегодняшний день, да, вырастить детей. Но как бы хочется все равно и самой как-то реализовываться, да, по жизни. Вот, я уже лет 9 назад занялась йогой, вот, и занялась профессионально в плане того, что прошла преподавательские курсы, да, и потихонечку начала преподавать еще тогда. У меня есть аккаунт в Инстаграме, ВКонтакте, есть своя группа ВКонтакте «Женская йога» со Светланой Гармаш. У меня есть несколько индивидуальных учеников на сегодняшний день, и езжу в фитнес-клуб и в студию йоги, там провожу занятия. Ром, гудящая штука у вас возле стены. Мы уже поняли, что это прекрасная сушилка для белья. Это прекрасная батарея для того, чтобы поднималась опара. А какая основная функция этого агрегата гудящего? Ну, на данный момент это бесплатное отопление дома. То есть, в принципе, что я здесь зарабатываю на этих майнерах, я трачу на оплату электроэнергии. Ну, даже чуть-чуть там остается какая-то копеечка. Ну, практически 0 в 0. Но отопление бесплатное. Сколько стоило сами фермы, сколько стоит? Ну, я их покупал дорого, когда еще на пике была криптовалюта. То есть они стоили что-то каждая около 140 тысяч рублей. Сейчас, по-моему, уже в 2 раза дешевле все это стоит, так как криптовалюта упала в цене. И смысла заниматься этим сейчас нету. Но как вот отопительный прибор зимой, сейчас при том, что я ее уже окупил, это очень выгодно. Мы зрителям обещали рассказать, мешают ли они спать по ночам или нет. Ну, если спать прямо здесь, конечно, очень тяжело будет заснуть. Но, в принципе, на 2-м этаже мы закрываем двери и ничего не слышно. Вначале с непривычки было так вот, даже напрягало не то, чтобы спать, просто находиться в доме, вот этот постоянный шум. А привыкли. У вас очень уютный дом. За сколько построили его? По времени? За 2 года. То есть 1 год коробка, получается, 2-й год внутренняя отделка.
А по деньгам во сколько обошелся сам дом со всеми коммуникациями полностью? Со всем, что вы Ну, у нас посчитали дорогой необходимым? вариант, я думаю. Может быть, Миллионов зрителям, 5, наверное. зрителям нашим, наверное, это не актуально. Можно за 2 миллиона было сделать. Мы просто выбрали на тот момент такой вариант, он дорогостоящий оказался. Но, в принципе, мы не пожалели, потому что дом такой, он тепло хорошо держит. И Прожили это все время с комфортом. Самое главное – это удаленная работа и пассивный доход. Идеальный вариант дистанционно, да. с редкими выездами, в принципе, в город по необходимости. Там раз-два в неделю. Оно совершенно не мешало никак ведению хозяйства. Сколько требует ежемесячно житье на собственном гектаре? Сколько нужно денег?